Всем привет! Сегодня у нас на обзоре будет очень интересный автомобильный девайс. То есть в этом девайсе совмещены несколько функций. Это видеорегистратор, плюс камера заднего хода, плюс CarPlay, плюс Android Auto. То есть все, что нужно в автомобиле, чтобы освободить, допустим, наши руки. Вот. Ну и, конечно же, это устройство будет полезно тем, у кого нет в автомобиле большого, допустим, дисплея, а есть просто автомобильное радио. Итак, коробочка приехала в следующем виде, все целое, красивое. Да, друзья, все было запечатано в целлофановую упаковку, ну то есть вы сами представляете, как. Распечатал я ее уже и протестировал, все проверил. Вскрываем, смотрим комплектность. Видите, все как переложено вспененным полиэтиленом. Ну и сразу достаем наше устройство. Пленочка была наклеена идеально, сами понимаете, я снимал, так как за этими надписями ничего не было видно. Вот, что собой представляет наше устройство. Короче, нигде размерность дисплея я не смог найти. Ну, мобильный телефон 6,5, 6 и 8 дюймов. Что-то в этом роде. Давайте будем считать, что-то около 7 дюймов. Просто замечательное устройство, легенькое, отличное. Значит, имеется камера. Камера у нас может поворачиваться буквально под, видите, под любыми углами, что способствует хорошей настройке на съемку, будем так говорить. Значит, что у нас имеется? Имеется разъем питания Type-C, разъем для подключения камеры заднего вида, слот под карту памяти, и карта памяти, как ни странно, была предустановлена. Карта памяти у нас на 64 гигабайта. Предустановлена. И коробка была запечатана. Вот. Разъем под AUX кабель. Значит, есть у нас вот в этом отверстии кнопка сброса на заводские настройки, по-моему. А здесь микрофон. Либо что-то наоборот. Ну, не особо хорошо видно. По-моему, так оно и есть. Есть встроенный динамик. Динамик довольно громкий. И есть одна единственная кнопка. То есть кратковременным нажатием мы гасим дисплей. Прибор остается в рабочем положении. Ну и долговременным нажатием мы его включаем, отключаем. Есть у нас вот такой вот кронштейн. То есть кто-то любит приклеить на панель. Кронштейн очень классно и легко фиксируется на самом приборе. Также быстро снимается, быстро фиксируется. При этом ничего, друзья, не сваливается. Все, видите, держится отлично. То есть кто-то любит установку в таком ракурсе. Кто-то любит приклеить на лобовое стекло данный прибор. Поэтому смотрите уж сами. Имеется запасной двухсторонний скотч. На случай, если вы неправильно там что-то приклеили, надо снять, отклеить, либо переклеить. AUX кабель. И вот такие вот 4 маленькие клипсы на двухстороннем скотче. То есть для того, чтобы мы где-то с вами могли проложить кабель. Адаптер питания. Адаптер питания имеет длину 3 метра. Type-C разъем. Ну и вот такой вот очень качественный, я бы сказал, девайс. Обратите внимание, оборудован дополнительным гнездом USB, так как мы в прикуриватель что-то включим и больше ничего не сможем включить. А здесь у нас, получается, можем подключить, допустим, телефон на зарядку или какой-то другой там прибор. Итак, что у нас по подключению? Подключать можем 12-24 вольта, то есть легковой грузовой автомобиль спокойно. На гнездо USB у нас идет выход 5 вольт 1 ампер, ну а на питание нашего прибора 5 вольт и уже 3 ампера. То есть довольно неплохой такой ток. Присосочка. Опять же, кому, друзья, не нравятся все эти двухсторонние скотчи, меняем все это дело на присосочку и спокойно клеим к лобовому стеклу. Присосочка довольно такая тоже классная и качественная. Кстати, первый раз я держу в руках такого вот плана присоску. Очень мне понравилось. Камера заднего вида. Да, видите, положили они лопатку типа в подарок. То есть лопатка для чего нужна? Где-то что-то там проложить провод под потолком, под резинками. Хорошая штука. 2 комплекта двухстороннего скотча с 2 комплектами, ну, видите, по 2 саморезика. Тут короче, тут длиннее. Камера заднего вида, друзья. Имеет следующий вид. Покажу со всех сторон. Камера сразу на металлическом кронштейне. Ну, как правило, такие кронштейны быстро гниют и отгнивают, поэтому можно будет позаботиться и сделать из нержавейки, допустим, либо что-нибудь прикупить, допустим, из пластика того же. Ну, а в принципе, пару лет, я думаю, походит. Камера у нас заявлена HD формата, не хухры-мухры.
То есть должно быть четкое изображение. И, по-моему, задняя камера снимает в 720 только. Если мне не изменяет память. Так, ну что, с комплектом у нас все. У нас осталась инструкция. Теперь смотрите и удивляйтесь, какой толщины и у нас инструкция. То есть наш монитор тоньше, чем инструкция. Все бы хорошо. Отличная красочная инструкция, друзья. Все в красках. Но смотрите фокус. Фокус в том, что нет русского языка. Вот такие дела. Но не проблема, так как у нас есть а-ля гарантийный талон. Кстати, здесь у нас написано, что наша камера, то есть наша система может работать как видеорегистратор 7 дней в неделю, 24 часа. То есть постоянно, при наличии, конечно же, постоянного питания. Вот. И здесь у нас, кому непонятно, допустим, будет мое видео, кто-то хочет больше информации, можем отсканировать QR-код и перейти к ним на Facebook, либо на их YouTube канал. Там у них подробно несколько есть видео по всем буквально пунктам. Ну, а мы продолжаем. И смотрим наш чудо-девайс. Для этого нам надо его, конечно же, подключить. Давайте снимать эти злосчастные пленки. Снимаем пленочку. Снимаем пленочки с камер. С этой камеры и, конечно же, с этой камеры. Иначе у нас будет изображение мутное. Так, поснимали. Занимаемся подключением. Конечно же, подключаем камеру заднего вида. Так, где у нас тут? Начало, камеру заднего вида. Так, давайте мы переделаем на вот так. Камеру заднего вида подключаем мы в этот вот разъем. Подключили. И берем теперь, подключаем наш адаптер питания. Адаптер питания подключается вот сюда. Обратите внимание, все у нас на угловых таких вот коннекторах. Так, для подключения, друзья, будем использовать мой лабораторный источник питания. Давайте его включаем. Так, бортовую сеть поставим, 14,5 вольт. Так, и для подключения, чтобы нам все это дело соединить, я буду использовать вот такой вот покупной, когда-то тоже на Алиэкспресс покупал, переходничок а-ля прикуриватель. Имеется у нас плюс-минус. И подключаем плюс. Подключаем минус. И прибор наш в автоматическом режиме должен сейчас включиться. Вуаля. Надеюсь, вам, друзья, видно. Больше не могу наклонить, так как он падает. Вот такой вот звуковой сигнал включения. Так, ну и что мы здесь видим? Это у нас домашняя страница, на которой имеется вот несколько настроечек. То есть CarPlay, Android Auto, AirPlay, Android Cast. Имеется вывод звука. Давайте сразу посмотрим вывод звука. То есть репродуктор. То есть звук у нас выводится непосредственно из нашего устройства. Отсюда вот из динамика. Можем подключить, конечно же, по Bluetooth все это дело. Можем использовать FM-трансмиттер. Друзья, это отдельная история. Пожалуйста, настраивайте на какую-нибудь неиспользуемую в вашем регионе частоту. Так как бывает, допустим, настроишь приемник, грубо говоря, на 104,8, едешь, слушаешь, равняешься с машиной, и тут бабах, тебе там музыка бомбит с соседней машины. Поэтому я вас прошу, уважайте ближних и используйте какую-то там нерабочую в вашем регионе частоту. Фокус в чем? Настраиваем здесь частоту, будь то, допустим, 107,6, и настраиваем точно такую частоту на вашем приемнике. И уже звук отсюда будет идти на ваши динамики автомобильные. Надеюсь, понятно. Также мы можем использовать и AUX-выход. То есть вот этот вот провод. Подключаем телефон к данному устройству и слушаем там музыку, либо что-то нам еще. Имеется кнопка у нас управления яркостью. Так мы можем делать яркость вручную, изменять. Видите? Можем сделать на автомат. Давайте, пускай будет на автомате. Звук мы переключаем на репродуктор. Ну и вот наша система записи. То есть левая сторона у нас камера видеорегистратора. Передняя, вот эта камера. И эта камера, это у нас, друзья, задняя камера. Где наша вообще камера? Вот так давайте ее положим.
Вот какие-то там цифры видны. Свайпом мы можем делать, видите, то есть одна передняя камера, следующий свайп, одна задняя камера. Ну и опять следующий свайп. У нас опять двойной экран на две камеры. То есть тут уже используйте как кому нравится больше и как кому угодно. Так, сразу, друзья, покажу, как работает камера заднего хода. У нас есть провод, триггерный провод. То есть куда этот провод подключить? Для простоты подключения мой совет: просто подключаете к плюсу лампы заднего хода. И что у нас происходит? Смотрите, подключаю к плюсу. Сразу у нас идет парковочная камера, включается заднего вида, с парковочными, как вы видите, линиями. В некоторых автомобилях, допустим, у меня автомобиль Opel Vivaro, на заднюю лампу идет отдельный предохранитель, поэтому я подключал прямо из-под панели, из предохранителя. У кого какие автомобили, поэтому смотрите, как удобнее вам именно будет подключить. Запомните, триггерный провод — это плюс задний ход, плюс лампы заднего хода можно подключить. И у нас получаем следующую картину. Давайте еще разок, хлоп, и у нас изображение идет с задней камеры. Будь то какая здесь картинка включена, она держится несколько секунд. Допустим, давайте мы выйдем домой. Вот домашняя страница, и поехали мы назад. Видите, с любого места, с любого положения, то есть как в любой автомобильной современной магнитоле, у нас работает камера заднего вида. Все, больше мы сюда не возвращаемся. Так, свайпом мы включаем настройки, друзья. У нас есть три настройки. Это настройки общие, настройки камеры и настройки системы. Думаю, видно, понятно, отлично. Ну, поехали по порядочку. Хранитель экрана. То есть в данном случае у меня выключено. Мы можем поставить 10, 30 и 1 минуту. 10-30 секунд и 1 минуту. Что это такое? Если мы поставим, допустим, 10 секунд, то мы поработали на дисплее. Особенно это актуально для ночного времени, чтобы вас не слепило. Через 10 секунд монитор просто погаснет, но прибор останется в рабочем положении. То есть и видеозапись будет работать, и навигатор ваш там будет что-то говорить, если вы едете, просто чтобы вот не слепило в глаза. Кто-то ездит с постоянным включенным дисплеем, кто-то без, поэтому тоже настройка как бы очень важна. Интересная настройка, нигде никогда не видел. Левый руль, правый руль для любого вида автомобилей. Режим разделенного экрана. То есть экран мы можем разделять на две части. Это не относится к регистратору. Допустим, у нас включен видеорегистратор, и мы захотели включить карты. То есть видеорегистратор у нас сразу остается сбоку, и плюс здесь будут карты. Ну, демонстрировать не буду, я надеюсь, вам это все понятно, чтобы сберечь немножко время видео. Яркость я вам показал. Дополнительные кнопки, друзья, хоть убей, не знаю, что такое. Читал, ничего не вычитал. Если вам что-то известно, напишите в комментариях. Очистить соединение, то есть это в том случае, когда мы подключились там не то к айфону, не то к андроиду, и вам нужно сбросить соединение, нажимаем данную кнопочку. У меня сейчас все сброшено. Обои. Обои рабочего стола, в принципе, как в любом компьютере, как в телефоне, можем менять. Вот такие поставить, такие, ну или обратно такие. Оставляем такие, мне больше нравится. Служба поддержки. Ну, тут такая себе служба поддержки. Обратно вы сканируете QR-код, и вас перенаправляет не то на Facebook, не то на YouTube, насколько я понимаю. Дальше. Настройки камеры. Разрешение записи. Это все подразумевает, относится к передней камере, друзья. То есть, смотрите, 4К может писать наш прибор. 2,5К и 1080p. Просто замечательно. Ни в одном таком видеорегистраторе я еще не видел запись 4К. Но, как плюс, так и минус. Карта памяти ваша будет очень быстро заполняться. Поэтому выбирать сугубо вам. Ну, в основном я езжу на 1080p. Ну, в простом регистраторе, допустим. Так здесь и оставим. Далее. Время. Что такое время? Это вот мы указываем, по сколько времени записывать одно видео. И при циклической записи старое видео удаляется, новое на него накладывается. Чувствительность. Это датчик удара, G-сенсор. Я всегда ставлю на низкий уровень. Почему? Потому что все хлопки капотами, там, дверями, багажником,
все это идет в заблокированные файлы, а заблокированные файлы циклической записью не удаляются. И вот таким образом набирается у вас целая карта памяти, и какая-то важная информация может не записаться. Поэтому время от времени проверяйте свои записи, что-то где-то удаляйте, что-то форматируйте, чтобы было место всегда на запись дорожных, не дай бог, происшествий. Микрофон включить-выключить понятно. Вот отражение как раз таки изображения, оно работает сугубо на заднюю камеру. Давайте проверим. Выключаем и включаем заднюю камеру. Вот наша задняя камера. Обратите внимание на цифры. То есть все отзеркалировано, и нам так, конечно же, неудобно. То есть номер автомобиля очень трудно будет нам потом прочитать. Для этого возвращаемся опять в настройки камеры. И обратно включаем зеркалирование. И проверяем. И у нас циферки, видите, читаются как нужно. Очень, кстати, красивая и четкая картинка. Так, едем домой, настройки. Что мы тут не прошли? О, классная настройка. Точно такая настройка была и в прошлом приборе. Это калибровка парковочных линий, друзья. То есть парковочные линии мы с вами можем, видите? Ой, не взялся. Куда угодно завести, свести, отрегулировать, как нравится. Вообще шикарная настройка. И остались у нас системные настройки. Здесь у нас язык. По языкам было много вопросов в прошлом видео, поэтому я давайте языки вам все пролистаю. Вот португальский последний. И обратно. Вот такие у нас имеются языки. Далее. Вращение экрана. Это, как я рассказывал, то есть, кто любит приклеить на панель и так ездить, устанавливаем вот в таком положении, как сейчас. Кто любит приклеить на стекло в таком положении, тут уже вам нужна вот эта вот функция вращения экрана на 180 градусов. То есть мы просто переворачиваем экран. Кнопочка подсказка — это не что иное, как эти вот звуки, пики эти. Можно включить, выключить. Здесь мы можем настроить все. Время, дату, год, месяц. Занимаемая информация на карте памяти. То есть 5823 у нас доступно. И уже я заполнил на 5,34 гигабайта. То есть назаписывал видосов. Здесь мы можем, как всегда, отформатировать нашу карту памяти. Здесь мы можем сбросить настройки к заводским. Ну и версия прошивки у нас следующая. Кому интересно, смотрите. Возвращаемся на домашний экран. Осталась последняя кнопка. Это кнопка воспроизведения. Что же это такое? Наверное, все догадались. Здесь мы можем... Видите, сразу идет остановка записи. Здесь мы можем просматривать наши записи. Будь то заблокированные видео, но у меня их сейчас нет. Будь то фотографии. Вот. Сколько я тут их сделал. Ну и, конечно же, видеофайлы. То есть большое количество видеофайлов мной уже тут отснято во время съемки от данного обзора. И смотрите, такой вот есть маленький фокус. То есть у нас идет запись сразу по два файла. То есть под значком CH1 у нас идет запись с нашей передней камеры. И, соответственно, под значком CH2 у нас идет запись с нашей задней камеры. Давайте включим переднюю. Последняя кнопка — это кнопка воспроизведения. Вот, видите, сразу и записала, что я вам тут рассказывал. И заднюю камеру. Тот же самый звук. Звук пишется одинаково, что на переднюю, что на заднюю камеру. И давайте, наверное, теперь попробуем с вами настроить, подключиться, допустим, к системе CarPlay. Итак, для подключения нам понадобится, конечно же, iPhone. Если мы подключаем CarPlay, если Android Auto, то, соответственно, Android. Итак, включаем CarPlay, и у нас сразу мы видим, друзья, здесь инструкцию, что мы должны сделать. То есть все просто, да не могу. Включить Bluetooth, найти вот справа T68, вот этот вот номерок и соединиться. Что мы с вами сейчас давайте будем делать. Вот, видите, у нас внизу его нашло. Просто включаем. Создать.
разрешить. И сейчас у нас должно произойти подключение. Использовать CarPlay. Все, пожалуйста, у нас подключилось. Теперь мы можем там спросить у Siri нашей или нашего что-нибудь. Давайте попробуем. Привет, Siri, включи музыку. Воспроизвожу я музыка. Вот пошла музыка. Извините, друзья, я выключу, потому как YouTube нас может заблокировать. Давайте попробуем позвонить. Давайте, это телефон сынишки, давайте попробуем позвонить. Привет, Siri. Позвонить папуля. Выполняю вызов контакту папуля, сотовый. Вот, у меня сейчас телефон стоит на самолете, поэтому вызов не произойдет. Абонент временно недоступен. Перезвоните позже. Все правильно, абонент недоступен. Выключаем. Так, и видите, теперь появилась возможность, наверное, и теперь, немножко раньше, использовать в CarPlay Яндекс.Навигатор. Но здесь не все так однозначно. Навигатор можно вызвать, допустим, голосом. Привет, Siri. Включи навигатор. Вот, навигатор можно включить голосом, но управление навигатором уже он не понимает. То есть ни привет, Алиса, ничего не понимает. Нам здесь нужно вводить все, так сказать, вручную. Все адреса и все. Так, где наш тут поиск? Поиск и микрофон. Поехали в Минск. Опять нажать кнопочку «Маршрут». Вот, выбрать маршрут. Поехали. Все, видите? Через 100 метров развернитесь. Все, маршрут у нас указан. Мы пользуемся Яндекс.Навигатором. Ну, здесь есть множество функций. Вот вся наша менюшка, то есть с телефона у нас музыка, сам телефон непосредственно, то есть какие-то контакты там недавние, допустим. Вот есть автоответчик подключить, все контакты, все что угодно, все буквально работает. Сообщения, я не знаю, как вам тут показать, Яндекс.Музыка. Вот я вам продемонстрировал, давайте еще чуть-чуть. Все, выключаю, а то YouTube нас забанит. Так, друзья, поскольку было много вопросов под прошлым видео, можно ли через вот этот вот дисплей смотреть, допустим, YouTube, то да, можно. И это я продемонстрирую вам на примере уже Android телефона, так как с iPhone я не особо дружу. И будем с вами подключать Android Cast. Нажимаем кнопочку, имеем подробнейшую инструкцию. Также мы можем включить текстовую инструкцию. Вот видите, все расписано, прописано. Вот для этого нам рекомендовано скачать приложение TC-Link. QR-код для скачивания приложения тут уже прилагается. То есть берем, скачиваем приложение. Что я, в принципе, уже, друзья, и сделал. Вот приложение TC-Link. Нажимаем наше приложение, и мы видим подключение CarLink. Нажимаем «Коннектиться». И нажимаем «Начать трансляцию». То есть любые операции теперь у нас транслируются на нашем дисплее. Видите? Вот. Поскольку спрашивали, можно ли смотреть YouTube, давайте мы с вами YouTube и посмотрим. Посмотрим, вот, допустим, да, мое видео про гайковерт. Давайте его включим и повернем. Все транслируется. Есть минимальные задержки, но абсолютно минимальные. И что интересно, изображение здесь даже, по-моему, приятнее смотреть, чем на моем смартфоне. Оно какое-то четче получается. Ну, это так, это мои наблюдения. То есть приборчик вообще супер для автомобиля. Так, ладно, хорош смотреть мои видосы. Давайте посмотрим, что тут мы еще посмотрим. Давайте включим люксометр, посмотрим. Вот.
Пожалуйста, все буквально транслируется. Давайте посмотрим, не знаю, давайте камеру включим. Переключимся на меня. Всем привет, видите? Все буквально идет трансляция. Либо можно переключить на заднюю камеру. Вот. Только видите, в чем фокус, уже переворота у нас нет. Транслируется только в вертикальном положении. Вот как бы так работает наш Android Cast. Все работает идеально, четко и красиво. Нам остается посмотреть на то, как же нас записывают наши камеры. Заходи, если что.